Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. В 1990 году Карла Хамолка была помолвлена с красивым образованным бухгалтером при деньгах по имени Пол Бернардо. Свадьба должна была быть просто невероятной. Такая, которую ее друзья и семья никогда не забудут. Она очень сильно любила Пола. В постели он был очень изобретательным и ненасытным. Чтобы сохранить его любовь, она была готова пойти абсолютно на все. Что отличало эту историю от большинства помолвок, так это то, что в течение нескольких лет Пол предъявлял Карле возмутительные требования, и Карла абсолютно невозмутимо соглашалась их выполнять. К 1990 году Бернардо подолгу проводил время с семьей Хамолки, которой он нравился. Хотя он был помолвлен с Карлой, он флиртовал с ее младшей сестрой Темми. Бернардо не сказал членам семьи Хамолки, что потерял работу бухгалтера и занимается контрабандой сигарет через близлежащую канадско-американскую границу. Он стал одержим Темми. Заглядывал в ее окно и заходил в ее комнату, чтобы мастурбировать, пока она спала. Карла Хамолка помогла Бернардо пробраться в комнату сестры, разбив окна в комнате Темми. В июле он повез Темми через границу за пивом для вечеринки. Позже Бернардо сказал своей невесте, что они напились и начали целоваться. Пола очень раздражал тот факт, что на момент его знакомства с Карлой она уже не была девственницей. Таким образом, с его точки зрения, она должна была дать возможность Полу лишить девственности свою хорошенькую младшую сестру Темми, причем без ведома и согласия последней. Как только Карла согласилась с логикой Пола, все остальные идеи она принимала уже как по накатанной. Даже идея записать весь процесс на видео казалась ей вполне логичной. Ведь видеосъемка была самым надежным способом запечатлеть важные события. Карла работала в ветеринарной клинике, поэтому у нее были необходимые знания о седативных препаратах, применяемых для животных. Хитрость заключалась в том, чтобы выяснить, какие из них и в каком объеме нужно использовать, чтобы вырубить Темми, чтобы Пол мог ее изнасиловать. В конце концов, ее выбор пал на средство для наркоза Галатан. Перед операцией его дают понюхать животным, и они надолго отключаются. Стивен Уильямс в своей книге «Неизвестная тьма» так описывает идею Карлы. Она действительно спланировала эту вещь с Темми от начала до самого конца. В конце концов, она не хотела убивать собственную сестру. Она просто хотела вырубить ее и подарить Полу на Рождество. Они усыпляли животных, прежде чем положить их на операционный стол. Поэтому Карла была уверена, что с сестрой все пройдет как надо. Хотя без применения специализированного оборудования присутствовал некий риск, ей нужно было нанести галатан на ткань и провести ею по лицу Темми. Карла дала себе слово, что будет следить за тем, чтобы у Темми было много воздуха и регулярно проверять ее дыхание. Это должно было быть по-настоящему организованное изнасилование, которое могла спланировать только заботливая сестра. Возможно, даже самое продуманное и организованное изнасилование за всю историю. 23 декабря 1990 года настал великий день. Дефлорация Темми. Пол использовал свою новую видеокамеру, чтобы снять на видео мистера и миссис Хамолку, их дочерей, Карлу, Темми и Лори, а также рождественские украшения в доме. Пол угощал Темми напитками с примесью успокоительного под названием хальцион. Воздействие смеси наркотиков и алкоголя сказалось быстро, и Темми мгновенно вырубилась, сидя на диване. Когда остальные домочадцы легли спать, Карла и Пол принялись за Темми. Они отнесли девушку в подвал и раздели ее. Пол навел камеру на сестру Карлы, пока насиловал ее, а Карла прикрывала лицо Темми тряпкой, пропитанной галатаном. Карла была очень рада, что ей удалось подарить возлюбленному на Рождество девственность своей сестры. Затем он приказал Карле заняться сексом со своей спящей сестрой. Внезапно у Темми началась рвота,
Карла пожалела, что ее сестра ничего не ела перед этим событием. Но Карла четко знала, что делать. Она предприняла то, что всегда делали в ветеринарной клинике. Перевернула сестру лицом вниз, чтобы та могла откашляться и прочистить горло. Однако, к великому сожалению, Тэмми задохнулась. Любительские попытки Пола и Карлы откачать ее не увенчались успехом. Поэтому они одели ее, спрятали свои лекарства и камеру, отнесли Тэмми в свою комнату и вызвали скорую помощь. Родители Тэмми и Карлы впервые узнали о трагедии, когда услышали, как к дому подъезжает скорая помощь. Несколько часов спустя Тэмми скончалась в больнице Сент-Катаринс, не приходя в сознание. Несмотря на то, что Пол и Карла начали пылесосить и стирать белье посреди ночи, и несмотря на химический ожог на лице Тэмми, коронер регионального муниципалитета Ниагары и семья Хамолка приняли версию событий Пола и Карлы. Официальная причина смерти Тэмми Хамолка – несчастный случай. Она захлебнулась рвотными массами после употребления алкоголя. Впоследствии Бернардо и Карла сняли себя на видео, где Карла была одета в одежду Тэмми и притворялась ею. Они переехали из дома Хамолки в арендованное бунгало в Порт-Далхаузе. Поскольку Тэмми больше не годилась для великой миссии Пола, ему нужна была замена. Карла была одержима тем, чтобы Пол был счастлив. Ее самым большим страхом было то, что она не сможет удержать этого дикого и волнующего мужчину, который должен был стать ее мужем. Когда ему становилось слишком скучно, Карла либо предпринимала что-то, чтобы возбудить его, либо находила другого человека, который мог бы это сделать лучше нее. Пол постоянно твердил, что Тэмми больше недоступна для удовлетворения его сексуальных фантазий. Он обвинял Карлу в том, что это она стала причиной смерти сестры. Карла искала замену Тэмми, такую же молоденькую девственницу. И у Карлы на примете был один человек. Девушка-подросток. Ее имя не раскрыто до сих пор, и в материалах следствия она по-прежнему фигурирует как Джейн Доу. Она была очень похожа на умершую сестру Карлы, Тэмми. Карла познакомилась с этой девушкой в зоомагазине 2 годами ранее. Джейн суждено было стать свадебным подарком Карлы ее возлюбленному Полу. Джейн боготворила Карлу, считала ее красивой, утонченной моделью для подражания, и 7 июня 1991 года с благодарностью приняла приглашение Карлы прийти на вечеринку только для девушек в новый дом Бернарда, который они арендовали по адресу Бэйвью 57. В первый вечер Карла после похода по магазинам пригласила Джейн на ужин и часами разговаривала с ней и угощала ее сладкими алкогольными напитками с примесью таблеток триазолама, снотворного. Тогда Джейн отключилась и погрузилась в глубокий сон. Как только Джейн крепко заснула, Карла позвонила Полу, чтобы тот распечатал свой подарок. Как же он обрадовался, когда увидел, насколько Джейн похожа на Тэмми. Он был немного обеспокоен тем, что для отключения девушки Карла использовала тот же наркотик, который убил ее сестру. Однако Карла убедила его, что на этот раз ситуация находится под абсолютным контролем. Как только они раздели Джейн, Пол начал снимать на видео Карлу, пока та проводила со спящей девушкой различные предварительные ласки. После этого подключился Пол и лишил девушку девственности. Совершив это и зафиксировав все на камеру, он перешел к своей любимой забаве – жестокому анальному сексу. К счастью для Джейн, она была так накачана наркотиками, что не проснулась во время всего этого отвратительного испытания. По окончанию Карле оставалось смыть кровь с 15-летней девочки и уложить ее в постель. На следующее утро Джейн, которую сильно мутило и у которой по понятным причинам сильно болел живот, встретила Пола, как она тогда подумала первый раз в жизни. Она тогда и понятия не имела, что на самом деле с ней произошло прошлой ночью.
а боли в животе она приняла за последствия употребления алкоголя. В августе Джейн Доу снова пригласили в порт Далхаузи, чтобы переночевать, и снова накачали наркотиками. Хамолка вызвала 911 после того, как девушка перестала дышать во время изнасилования. Однако Карла перезвонила через несколько минут, чтобы сказать, что все в порядке. И скорая помощь была отозвана, Джейн Доу выжила. В то время, как Пол, казалось, был очень благодарен Джейн за ее девственность, которую та ему подарила, он постоянно поражался тому, что Карла смогла пойти ради него на такой шаг. Он начал сомневаться, что хочет взять ее в жены. В конце концов, она старела, ей уже исполнился целых 21 год, и ее образ был далек от образа той девственницы, которую он вожделел. Несмотря на раздумья, Пол перешагнул через все сомнения и женился на Карле. Их свадьба была роскошна. Их свадьба должна была быть идеальной. Старинная церковь в городе Ниагара-он-де-Лейк, расположенном около места, где река Ниагара впадает в озеро Онтарио. Белые лошади и карета. Шампанское. Ужин на 150 гостей с главным блюдом. Фазаном, фаршированным телятиной. Торжество проходило в фешенебельном отеле Queen's Landing. Денег была потрачена целая прорва. Пол тщательно следил за каждой деталью свадьбы. От свадебного платья Карлы за $2000 до ее прически, меню и обязательного включения слов о любви, чести и послушании в свадебную клятву Карлы. Он не позволил священнику объявить их мужем и женой. Они должны были быть объявлены исключительно как мужчина и жена. Авторы Скотт Бернсайд и Алан Кернс в книге «Смертельная невинность» писали: поскольку это была роскошная свадьба, то следовало ожидать, что люди будут дарить большие деньги и дорогие подарки. Пол рассматривал весь процесс как прекрасную возможность заработать. Если я трачу по $50 на тарелку, я рассчитываю получить по $100 с человека, рассуждал этот молодой расчетливый бухгалтер. Он поставил себе цель заработать на этой свадьбе не менее $50 000. Интересно, что Пол Бернардо, женившийся в тот день на Карле, ранее был совсем другим Полом Бернардо, появившимся на свет в 1964 году. Пол Бернардо родился в не совсем обычной семье. Его мать Мэрилин в раннем возрасте была удочерена состоятельным юристом из Торонто, Джеральдом Истманом и его женой Элизабет. Мэрилин выросла в счастливой благородной семье. Ее будущий муж Кеннет Бернардо был сыном итальянского иммигранта и женщины английского происхождения. Отец Кеннета сделал очень успешную карьеру в бизнесе по производству мрамора и плитки, но в то же время жестоко обращался со своей женой и детьми. Кеннет не стал заниматься семейным бизнесом, а вместо этого решил стать бухгалтером. Кеннет и Мэрилин поженились в 1960 году, после того, как ее отец не одобрил другого ее жениха, у которого не было образования, которое Истман требовал от зятя. В конце концов, Кеннет и Мэрилин поселились в красивом районе среднего класса Скарборо в Торонто. Брак не удался, и Кеннет, как и его отец, якобы подвергал свою жену физическому насилию. Родив сына и дочь, Мэрилин нашла убежище в объятиях своего предыдущего жениха, того самого человека без образования, которого не одобрил ее отец. Таким образом, Пол Бернардо был зачат не в браке, то есть незаконно. Кеннет очень болезненно отнесся к такому поступку жены. Однако в августе 1964 года имя Пола Бернардо было указано в свидетельстве о рождении ребенка под фамилией законного супруга Мэрилин. В жизни Кеннета также не обошлось без приключений. Он совратил молодую девушку, за что попал под суд. Он начал бродить по окрестностям по ночам, подглядывая в окна к молодым женщинам. Но хуже всего то, что он начал насиловать свою маленькую дочь.
Мэрилин прибавляла все больше и больше в весе. Она стала непомерно толстой. На лицо были все признаки тяжелой депрессии. Она перестала заботиться о доме и детях и ушла в свой собственный мир, построенный в подвале их дома. Дети остро реагировали на последствия умственного и эмоционального потрясения в семье. Некоторое время казалось, что Пол, возможно, избежал несчастья, которое испытали двое старших детей. Ник Прон в книге «Смертельный брак» описывает Пола как дружелюбного маленького мальчика. Он всегда был счастлив. Маленький мальчик, который много улыбался. И он был таким милым, с его красивой внешностью и милой улыбкой, что многие матери не могли удержаться, чтобы не потрепать его за щеку всякий раз, когда он попадался им на глаза. Он был идеальным ребенком. Такого хотели все матери. Вежливый, с хорошими манерами, хорошо учился в школе. Такой милый в своей бойскаутской форме. Позднее, когда он вырос, он стал больше заниматься скаутством. Летом Пол работал вожатым и был самым популярным среди детей. Дети любили его, а ему нравилось находиться среди них. Девушки были от него просто без ума. У него была ангельская внешность и застенчивая приятная манера поведения. Те, кто встречался с ним в старшей школе, считали его вдумчивым и внимательным любовником. Пол хотел чего-то добиться в этой жизни. Он был умен, усердно учился в школе и выполнял ряд ответственных работ после школы. У него был математический склад ума и хорошие задатки для того, чтобы стать успешным бизнесменом. Когда Полу было 16, он поссорился со своей матерью, и она сказала ему, что ее муж не был его настоящим отцом, и показала ему фотографию его настоящего отца. Эта информация стала для Пола шокирующей. После этого он стал открыто издеваться над своей матерью, часто называя ее неряхой и шлюхой. Учитывая неверность матери и больные сексуальные извращения отца, Пол возненавидел своих родителей. Общее поведение Пола и особенно его отношение к женщинам резко изменилось в худшую сторону. В начале 1980-х Пола и его друга затащил в свои сети небезызвестный в наших краях Amway. Авторы Бернсайд и Кернс описывают, насколько глубоко на Пола повлияли вещи, которые он узнал от некоторых людей, которые затащили его в эту торговую фирму. Пол использовал приемы Amway во многих сферах своей жизни, не только в продажах и бизнесе, но и в личных отношениях. Он покупал книги и видеокассеты с записями бизнес-тренингов от продвинутых экспертов. Хотя Amway не помог ему заработать больших денег, философия, которую он перенял от них и других мотивационных индивидуалистов, оправдывала его собственные грубые и эгоистичные стремления. Затем его интересы перешли к стилю телевизионного евангелиста и мошенника Джима Беккера, которому он начал сильно подражать. Когда он и его друзья каждую ночь ходили по барам, любой достаточно наивной хорошенькой девушке они рассказывали фантастические истории о том, кем были. Девушки верили этой лжи. Этот метод работал, и многие девушки раздвигали перед ними свои ноги. К тому времени, как Пол поступил в колледж при университете Торонто, его сексуальные фантазии приобрели темную сторону. Насильственный анальный секс был его любимым среди возможных удовольствий. Покорные женщины были теми, кого он долго искал. У него был ужасный характер, и он любил публично унижать женщин. Он начал избивать девушек, с которыми встречался. Пол и один из его друзей начали контрабанду сигарет через американо-канадскую границу, когда Пол еще учился в колледже. Аппетит Пола к игрушкам, одежде и деньгам не мог быть удовлетворен заработками на нормальной работе. Бернардо всегда искал самую мошенническую аферу, которая принесла бы ему огромные суммы денег. Когда Пол окончил колледж, он устроился младшим бухгалтером в компанию Pricewaterhouse. Его подруги, которым надоели постоянные унижения и избиения, были готовы бросить его. А затем, в октябре 1987 года, он встретил девушку своей мечты. Симпатичную блондинку по имени Карла Хамолка.
Почти сразу же они стали сексуально одержимы друг другом. В отличие от других девушек, которых он знал, она поощряла его садистское сексуальное поведение. Карла в наручниках, стоя на коленях, умоляла его унять ее зуд. Пол спросила ее, что бы она подумала, если бы он был насильником. Она подумала, что это было бы весьма круто. После этих слов их любовь стала еще крепче. И он начал насиловать женщин всерьез, писал в своей книге Стивен Уильямс. В 1987 году Пол стал насильником из Скарборо, как его назовут позднее. Дело происходило в пригороде Торонто, в котором он проживал. Его образ действий каждый раз был одинаковым. Когда его жертва выходила из автобуса, он хватал ее сзади и валил на землю. После того, как он заканчивал с жертвой акт анального секса и фелляции, при этом постоянно разговаривая с ней, он отпускал бедную девушку. За 2 года количество изнасилований на его счету возросло до 11. Затем был перерыв в несколько месяцев, а потом еще несколько изнасилований в 1988 году. Полиция находилась в замешательстве, хотя они собрали у женщин много вещественных доказательств, которые помогли бы им определить, был ли у них нужный подозреваемый. У полицейских также был, по их мнению, качественный фоторобот мужчины, напавшего на 13 женщин. Полицейские долго не могли решить, стоит ли рассылать этот фоторобот в другие полицейские отделения региона. И уж тем более, этот фоторобот не решались показать широкой публике. Это решение существенно повлияет на ход истории. Все это время Карла точно знала, что делает ее возлюбленный Пол, и подбадривала его. Одна жертва даже вспомнила, что видела женщину с насильником, у которой в руке было что-то похожее на видеокамеру. Полиция не приняла во внимание это воспоминание и списала его на истерию со стороны изнасилованной женщины. Всего от рук насильника из Скарборо пострадало 18 девушек. Подробнее все эти эпизоды будут рассмотрены в телеграм-канале «Неразгаданные тайны». Ссылка будет в описании. Полицейские впервые узнали о деятельности Пола Бернарда в его образе насильника из Скарборо. Детектив Стив Ирвин из полиции Торонто хорошо вник в дело о серии изнасилований. В рассказах потерпевших было много схожих черт, поэтому полиция была уверена, что действовал один и тот же человек. Как отметил Стивен Уильямс, серийные насильники – это очень редкие существа. Они неизменно разыгрывают какую-то странную личную фантазию. Поэтому детали их преступлений носят особый характер. Во время предыдущих нападений общей чертой было то, что все женщины только что вышли из автобусов. К ним приставали сзади, парень был груб, но на самом деле он не насиловал их в традиционном смысле слова. Он ласкал их, проникая внутрь только пальцами. Насильник представлял собой ухоженного молодого человека, у которого были хорошие зубы. От него не исходил неприятный запах. При изнасиловании мужчина постоянно разговаривал со своими жертвами, а от них хотел услышать определенные конкретные вещи. Все нападения произошли на небольшой территории внутри поселка Гилдвуд, в районе Скарборо. Прямо перед Рождеством 1987 года одна из жертв предоставила очень четкое описание нападавшего. Он был приятного внешнего вида, ростом около 180 сантиметров, гладко выбрит, без татуировок. Ее описание и фоторобот, который она помогла составить, все соответствовало облику Пола Бернарда. Однако полиция по-прежнему отказывалась публиковать этот фоторобот. Одна из подруг Пола по имени Дженнифер несколько раз обращалась в полицию по поводу его жестокого обращения с ней, физического насилия и его угроз в ее адрес по поводу физической расправы. Были и другие совпадения, которые связывали Бернарда с изнасилованиями в тот период времени. Насильник водил белый Форд Капри, такой же был и у Бернарда. Пол Бернарда жил недалеко от того места, где произошли изнасилования. Полицейские написали рапорт, но из этого ничего не вышло.
Наконец, в мае 1990 года, через несколько лет после начала серии изнасилований, полицейские приняли решение опубликовать фоторобот подозреваемого. Этот фоторобот одобрили все жертвы изнасилований. Данное изображение, а также обещанное вознаграждение в размере $150 тысяч, послужили причиной огромного количества обращений граждан в полицию. К этому времени Пол уволился с работы в Price Waterhouse и полностью жил на доходы от контрабанды сигарет. Но как только его бывшие коллеги по бухгалтерской фирме увидели фотографию в газете, они поразились, насколько изображение мужчины похоже на Пола Бернарда. Сотрудник банка Пола связался с полицией и сообщил, что человек на фотороботе похож на Пола Бернарда. Однако в этот момент полиция была завалена подобными звонками, и у нее не было возможности полноценно изучить каждый из них. Детектив Стив Ирвин закрепил все вещественные доказательства, собранные у жертв изнасилования, за одной сотрудницей судебно-медицинской лаборатории по имени Ким Джонстон. По образцам спермы она смогла определить, что насильник не был секретором, а его группа крови позволяла отнести его к 12,8% мужского населения. В конце концов, несколько знакомых Пола связались с полицией по поводу него, и Ирвин решил нанести визит в дом Бернарда. Пол не произвел на Ирвина впечатление серийного насильника, но он все равно взял у Пола образец крови, слюны и волос. Эти образцы, вместе с 230 образцами других подозреваемых, были переданы Ким Джонстон. Только 5 из 230 образцов соответствовали признакам нападавшего. Пол Бернарда был одним из этих 5 человек. Его образец был повторно отправлен на дополнительное тестирование в апреле 1992 года. Однако к тому времени насильник из Скарборо таинственным образом прекратил свои нападения, поэтому дело потеряло статус прежней срочности и приоритетности, которые оно имело 2 годами ранее, когда нападения были в самом разгаре, и о нем немного забыли. В связи с этим биоматериалы насильника из Скарборо надолго затерялись в полицейских архивах. После свадьбы Карла и Пол Бернардо жили в своем доме на Бэйвью в Сент-Катаринс. Пол начал увеличивать свой доход за счет контрабанды сигарет через границу и нуждался в украденных номерных знаках, чтобы скрыть свои частые визиты через американо-канадскую границу. Именно потребность в украденном номерном знаке привела его к первому преднамеренному убийству – убийству Лесли Махафи. Лесли Махафи была трудным подростком. Ее сильная независимая личность была корнем проблемы, которая заключалась в отказе подчиняться родителям, беспорядочных половых связях, прогулах в школе и даже кражах в магазинах. В ответ на подобное поведение дочери, ее родители стали жесткими по отношению к Лесли, когда та нарушала правила, а также ввели для дочери комендантский час. В пятницу вечером, 14 июня 1991 года, Лесли отправилась со своими друзьями на поминки подруги и не вернулась домой до наступления комендантского часа. В 2 часа ночи она вернулась домой, но обнаружила, что дверь заперта. Лесли позвонила своей подруге, чтобы спросить, может ли она переночевать у нее дома. Но подруга сообщила, что ее мать будет против столь позднего визита. Тогда Лесли сказала, что собирается снова вернуться домой, чтобы разбудить родителей. Лесли действительно вернулась к своему дому, чтобы посмотреть, есть ли способ проникнуть внутрь, не разбудив родителей. К великому сожалению, на улице она столкнулась с Полом Бернардо, который рыскал по окрестностям в поисках номерных знаков, которые можно было бы украсть. Бернардо вышел из машины и подошел к Махафи, сказав, что хочет проникнуть в дом соседа. Невозмутимо она спросила, есть ли у него сигареты. Когда Бернардо привел ее к своей машине, он завязал ей глаза, заставил сесть в машину и отвез в порт Далхаузи. Пол отвез девушку к себе домой. Пока Карла спала, он начал снимать на видео голую 14-летнюю Лесли с завязанными глазами. Когда Карла проснулась, она была очень зла, что Пол использовал самые лучшие бокалы для шампанского, чтобы развлечь свою новую игрушку.
Наконец Карла пришла в себя и стала послушной женой, которую хотел видеть Пол. Пол дал Карле подробные инструкции, как следует заниматься любовью с Лесли. Это был голос режиссера в важном фильме. Каждый момент должен был быть идеальным для видеозаписи, которую он производил. После прелюдии, выполненной его женой Карлой, в дело вступил сам Пол. Он занялся с девушкой грубым анальным сексом, пока его жена держала напротив них камеру. Лесли кричала от боли. Каждое движение Пола становилось все более и более жестоким. Лесли плакала и просила Бернарда прекратить издевательство, а тот даже и не думал останавливаться. Все это происходило под песни Дэвида Боуи и Боба Марли. В какой-то момент Бернардо сказал: «Ты хорошо работаешь, Лесли, чертовски хорошо работаешь», добавив: «Следующие 2 часа решат, что я с тобой сделаю». В какой-то момент повязка соскользнула с глаз жертвы, и это определило ее дальнейшую судьбу. Бернардо задушил Лесли. Пол и Карла положили тело Махафи в свой подвал. А на следующий день семья Хамолка обедала в доме. После того, как Хамолки и их средняя дочь Лори ушли, Пол и Карла решили, что лучший способ избавиться от улик – это расчленить тело Махафи и залить каждую часть ее останков цементом. На следующий день Бернардо купил в хозяйственном магазине дюжину мешков цемента. Он сохранил квитанции, что впоследствии сыграет с ним злую шутку. Бернардо использовал циркулярную пилу своего деда, чтобы расчленить тело Махафи. Как-то вечером 29 июня 1991 года мужчина и его жена плыли на каноэ по озеру Гибсон. Внезапно они наткнулись на бетонный блок, из которого торчали куски мяса. Позднее мужчина вернулся на то же место и с помощью рыбака вытащил бетонный блок и внимательно его осмотрел. Оказалось, что в блоке были забетонированы икра и ступня молодой женщины. Вскоре это место наводнили полицейские, которые обнаружили в общей сложности 5 бетонных блоков, брошенных на мелководье. Полиция предположила, что тот, кто сбросил это тело в озеро Гибсон, не был знаком с этим районом, иначе он сбросил бы бетонные блоки с моста в самом глубоком месте. Тогда вода могла бы навсегда поглотить останки девушки. Вскоре после этого в воде был найден труп молодой женщины. Части тела, найденные в бетонных блоках, были вырезаны из ее туловища электропилой. Отличительные брекеты Лесли быстро позволили раскрыть тайну личности обнаруженной девушки. Пол, лишенный своих необычных развлечений, пребывал в дурном настроении. Такой муж очень удручал жену. Карла, всегда послушная жена, снова решила прибегнуть к помощи Джейн Доу. Той самой, девственность которой послужила свадебным подарком Карлы для Пола. Но Джейн была далека от образа идеальной секс-рабыни. Во-первых, девушка расстроила обоих супругов тем, что отказала Полу вступить с ним в половую связь. Джейн Доу по-прежнему думала, что она все еще девственница. Единственным, на что она согласилась, был оральный секс. Затем она рассказала своему инструктору по верховой езде о предложениях Пола. А инструктор рассказал обо всем матери Джейн. Как следствие, список способов повеселиться с Джейн Доу для Пола и Карлы существенно сузился. Однажды ночью ситуация с Галатаном снова вышла из-под контроля, и Джейн на некоторое время перестала дышать. Это до смерти напугало Пола и Карлу. Мало того, Пола раздражала его новоиспеченная жена. Он усомнился в ее способности правильно обращаться с Галатаном. Из-за своих промахов Карла пребывала в бешенстве. Ей нужно было что-то сделать, чтобы вернуть в их отношения былую страсть. Какое-то время грязные потребности супругов удовлетворяла другая девушка. Но в конце концов, эта девушка вернулась к себе на родину в штат Огайо, и Бернардо снова лишились развлечений. Отсутствие садистских развлечений всегда создавало напряженность в их браке, которая была невыносима для Карлы. 30 ноября 1991 года
исчезла симпатичная и жизнерадостная 14-летняя Терри Андерсон. Через полгода ее тело нашли в воде в порт Далхаузе. Судебно-медицинский эксперт не обнаружил признаков убийства, несмотря на то, что после нахождения тела в воде в течение 6 месяцев что-либо определить вообще очень сложно. Коронер установил, что смерть девушки наступила в результате утопления, а в воде она оказалась после употребления пива и приема ЛСД. Решение коронера было спорным в свете того, что случилось с Лесли Махафи. До сих пор неизвестно, была ли привлекательная молодая девушка еще одной жертвой Карлы и Пола. Во второй половине дня 16 апреля 1992 года Бернардо и Хомолка ехали на машине через Сент-Кэтеринс, пытаясь выследить новую жертву. Был канун Страстной Пятницы. Школьники возвращались домой на пасхальные праздники, кроме них на улицах почти никого не было. Проезжая мимо католической школы Святого Креста, преступники заметили 15-летнюю ученицу по имени Кристен Френч, которая возвращалась с занятий домой. Они тут же свернули на парковку и вышли из машины, держа в руках карту, притворяясь, что заблудились. Кристен была очень симпатичной и добродушной девушкой. Она всегда готова была прийти на помощь. Когда, привлеченная просьбой о помощи, Кристен стала рассматривать карту, Бернардо напал на нее сзади и, угрожая ножом, затащил на переднее сиденье автомобиля. Севшая назад Карла Хомолка держала Кристен за волосы, контролируя таким образом ее голову. С самого начала и Пол и Карла знали, что Кристен придется убить. Она отчетливо видела их лица, знала, где они живут, и видела их собаку. Тем не менее, они не хотели, чтобы Кристен это поняла. Тем более, она была крупнее Карлы и довольно сильна, несмотря на свой юный возраст. Кристен была мудрой девушкой. Она делала все возможное, чтобы попытаться сотрудничать с этой развратной парой и выполнить их возмутительные и унизительные требования. Она считала, что сотрудничество – ее единственный шанс на выживание. С каждым разом испытания становились все хуже и хуже. Чем больше она пыталась угодить, тем жестче становился Пол. Следующее испытание, которое описано в книге Уильямса, было взято из записанных на видео материалов. «Я собираюсь помочиться на тебя, ладно? А потом я собираюсь насрать на тебя», — сказал Пол шепотом. Кристен не шевельнулась, даже когда он ударил ее по лицу своим полувозбужденным членом. «Не своди меня с ума. Не заставляй меня причинять тебе боль», — сказал он, призывая ее улыбнуться, пока терся пахом о ее лицо. «Не волнуйся, я не буду писать тебе на лицо». После этих слов он встал над ней и помочился. Затем он подвинулся. Повернувшись ягодицами в сторону ее лица, он присел на корточки прямо над лицом девушки и попытался испражниться на нее. Однако эта попытка не увенчалась успехом. «Ты грёбаный кусок дерьма, но ты мне нравишься. Обоссанный, ты мне нравишься даже больше», — сказал он несчастной девушке. На протяжении 3 пасхальных выходных Пол и Карла пытали и разными способами насиловали Кристен, снимая все это на камеру. Видео они потом планировали неоднократно пересматривать. Также они принуждали девушку пить большие объемы алкоголя и вести себя подчиненно по отношению к Бернардо. Затем наступило последнее и самое страшное унижение для Кристен Френч. На пленке была запечатлена ее смерть. Супруги убили Кристен перед тем, как пойти на пасхальный обед к родителям Хомолки. В зависимости от того, чьим показаниям верить. Это сделал или Бернардо, который душил жертву на протяжении 7 минут, пока Хомолка наблюдала, или же сама Карла, забившая насмерть попытавшуюся сбежать девушку резиновым молотком. Френч жила недалеко от школы и каждый день ходила одним и тем же маршрутом. Поэтому родители быстро заметили ее отсутствие дома в привычное время, и полиция начала поиски в кратчайшие сроки. Опросив свидетелей, они оперативно установили верную картину похищения и даже выяснили приметы похитителей и их машины.
Однако все усилия по возвращению девочки оказались напрасными. 30 апреля 1992 года останки Кристен были найдены в канаве. Ее обнаженное тело не было расчленено, как тело Лесли, что привело следователей к ошибочному выводу, что убийства двух подростков не связаны между собой. Тело было предварительно вымыто, а волосы острижены. Теперь, когда Пол и Карла жили и убивали в городе Сент-Катаринс, полицейское расследование было сосредоточено в районе Ниагарского водопада. После того, как было обнаружено тело Лесли Махаффи, расследование возглавил суперинтендант Винс Беван. После обнаружения тела Кристен Френч, правительство Онтарио сформировало целевую группу под кодовым названием «Зеленая лента». Горячие линии и оперативная база были созданы недалеко от Сент-Катаринс. Оперативную группу консультировали эксперты-криминалисты американского ФБР. После похищения Кристен Френч местная жительница вспомнила, как на месте происшествия в машине шла борьба. Хотя она плохо разбиралась в марках автомобилей, она подумала, что это был Камаро. Винс Беван начал отслеживать всех владельцев Камаро из данного региона. Тем временем имя Пола Бернарда снова всплыло в одном из многочисленных сообщений, полученных полицией. Двое полицейских навестили Пола в его доме на Бэйвью 57. Пол был очень любезен и вежлив во время допроса и признал, что его подозревали в изнасилованиях в Скарборо из-за сходства его лица с фотороботом. Полиция отметила, что Пол был очень опрятным и красивым, умен и готов к сотрудничеству, а его дом был очень чистым и ухоженным. Они также отметили, что он водил Nissan, который совсем не был похож на Камаро. Тем не менее, двое полицейских попытались связаться с детективом Стивом Ирвином в Торонто, чтобы узнать о результатах его расследования по делу насильника из Скарборо. 8 дней спустя Ирвин ответил на сообщение и объяснил, что окончательное тестирование образцов крови и слюны Бернарда не проводилось. Таким образом, технически Бернардо не был признан подозреваемым. Ирвин отправил оперативной группе некоторую информацию, но забыл отправить результаты допросов друзей Пола, которые сообщали о нем полиции. Отчет женщины о том, что Бернардо преследовал ее, а также полицейские отчеты, составленные на основе сообщений его бывшей девушки Дженнифер. Следовательно, Бернардо никогда не проходил в роли подозреваемого. Это может показаться невероятным, но только в феврале 1993 года, через несколько лет после того, как у Пола Бернарда были взяты образцы крови, судебно-медицинская лаборатория в Торонто наконец приступила к анализу этих данных. Тесты окончательно доказали, что Бернардо изнасиловал 3 женщин, у которых удалось взять образцы спермы нападавшего. Только представьте, если бы лаборатория начала работу своевременно, Пол Бернарда уже давно сидел бы в тюрьме, а не изнасиловал бы больше женщин и не убил несколько школьниц. Только теперь детектив Ирвин решил установить наблюдение за Полом Бернардо. Он узнал, что Бернардо только что предъявили обвинение в нападении в Сент-Катаринс. Самое интересное и неожиданное, что эти обвинения предоставила его жена Карла, которая ранее всегда искала способы ублажить своего благоверного. Летом 1992 года Пол начал использовать Карлу в качестве боксерской груши. Именно в тот день он поставил под угрозу свое будущее. Несмотря на безумные вещи, которые Карла терпела от Пола, физическое насилие довело ее до предела. Даже с 2 черными синяками под глазами и серьезными ушибами на теле она не посмела бросить его. В начале января 1993 года ее родители вмешались в ситуацию и убедили Карлу укрыться в доме одной из подруг ее сестры Лори, чей муж служил в полиции Торонто. Затем в ситуацию вмешалась полиция Ниагары, которая доставила Карлу в больницу. Все это произошло незадолго до того, как полиция Торонто получила судебно-медицинские доказательства,
чтобы признать Пола виновным в серии изнасилований в Скарборо. В начале февраля, когда полицейское расследование в отношении Пола стало гораздо более интенсивным, и полиция Торонто и целевая группа «Зеленая лента» из Онтарио захотели допросить Карлу. Они также хотели взять у нее отпечатки пальцев и расспросить об обнаруженных у Бернарда наручных часах с Микки Маусом, которые были очень похожи на часы, которые носила Кристен Френч. Первыми Карлу допрашивали несколько детективов из Торонто. Допрос длился около 5 часов. По тем вопросам, которые они задавали, Карла поняла, что полиция связала изнасилование в Скарборо с убийствами в Сент-Катаринс. Карла по понятным причинам нервничала и рассказала полицейским, что Пол был серийным насильником и что именно он убил Кристен Френч и Лесли Махафи. Карла нашла себе очень хорошего адвоката. Будучи помощником ветеринара, Карла уделяла особое внимание больному раком далматинцу своего адвоката Джорджа Уокера. За время, прошедшее с момента многочисленных допросов Карлы, Джордж Уокер понял, что она вовсе не была невинной жертвой Пола Бернарда, каковой она себя изображала. Однако в тот момент он не совсем понимал, какую роль могла играть жена насильника в этих преступлениях. Для его клиентки было бы желательно получить какой-то иммунитет, но адвокат не понимал, как с ней можно договориться в обмен на полное сотрудничество. В середине февраля Пол Бернардо был арестован по подозрениям в изнасилованиях в Скарборо и убийствах Лесли Махафи и Кристен Френч. Карла была потрясена и напугана. Она пыталась унять свои тревоги большим количеством обезболивающих и алкоголя. – 19 февраля полиция получила ордер на обыск дома Пола и Карлы и нашла там огромное количество улик. У Пола было письменное описание всех изнасилований в Скарборо, а также обширная библиотека книг и видео о сексуальных извращениях, порнографии и серийных убийцах. Полиция также нашла короткое домашнее видео, на котором было запечатлено, что на самом деле в семье Бернарда было более одного похотливого человека. Короткое видео совершенно ясно показало Карлу как ярую лесбиянку, занимающуюся сексом с 2 другими женщинами. Неделю спустя Джордж Уокер и Мюррей Сигал, специалисты по сделкам о признании вины из офиса генерального прокурора, обсудили с Карлой условия ее сделки о признании вины. По условиям сделки, Карла получает по 12 лет тюрьмы за каждую из 2 жертв, но приговоры будут отбываться одновременно. При условии хорошего поведения она будет иметь право на условно-досрочное освобождение чуть более, чем через 3 года после начала отбывания срока. Правительство даже согласилось связаться с комиссией по условно-досрочному освобождению от имени Карлы, указав им на важность ее показаний против Пола. Сигал обещал сделать все возможное, чтобы Карла отбывала наказание в психиатрической больнице, а не в тюрьме. В обмен на это снисхождение Карла соглашалась рассказать абсолютную правду о своей причастности к преступлениям и все, что она знала о них. И Карла согласилась на поставленные условия. В начале марта Карлу поместили в психиатрическую больницу для обследования. Ей давали большие дозы препаратов, и она настаивала на том, чтобы дозы увеличили еще больше. В конце концов, Карла набралась смелости написать родителям важное письмо. «Дорогие мама, папа и Лори, это самое тяжелое письмо, которое мне когда-либо приходилось писать. И вы, вероятно, возненавидите меня, как только прочтете его. Я держала это в себе очень долго, и я просто не могу больше лгать вам. И Пол, и я ответственны за смерть Тэмми. Пол был влюблен в нее и хотел заняться с ней сексом. Он хотел, чтобы я помогала ему. Он хотел, чтобы я взяла с работы снотворное, чтобы вырубить ее. Он угрожал мне, физически и эмоционально оскорблял меня, если я отказывалась. Никакие слова, которые я могу сказать, не заставят вас понять, через что он заставил меня пройти. Я поступила очень глупо, когда согласилась сделать все, что он говорил.
Нечто, возможно, сочетание наркотиков и еды, которую она съела той ночью, вызвало у нее рвоту. Я очень старалась спасти ее. Мне очень жаль. Но никакие слова, которые я могу сказать, не смогут вернуть ее. Я бы с радостью отдала за нее свою жизнь. Я не жду, что вы когда-нибудь простите меня. Обнимаю и целую. Карла. Суд над Карлой Хамолкой начался 28 июня 1993 года. Бернсайд и Кернс описали подсудимую так. Карла сидела бесстрастно, в зеленом жакете поверх сплошного зеленого платья, которое казалось слишком большим и слишком широким для ее стройной фигуры. На ногах у нее были черные туфли на небольшом каблуке. В отличие от ее появления в суде месяцем ранее, когда она носила клетчатую юбку и школьный свитер, Карла теперь выглядела как почтенная женщина. Хотя ее одежда смотрелась неуместно в сочетании с накладными ресницами, красной помадой и толстым слоем тонального крема на лице. Ее психиатрическое заключение помогло подготовить почву для сделки о признании вины. Психолог доктор Малкольм пришел к выводу, что Карла знала, что происходит, но чувствовала себя совершенно беспомощной и неспособной действовать в свою защиту или в защиту кого-либо еще. Она была парализована страхом. В этом состоянии она стала внушаемой и зависимой. По окончании судебного процесса представители СМИ удалились. Им позволили опубликовать лишь некоторые детали, чтобы состав присяжных, который будет выбран в будущем для суда над полом, не получил информацию, которая может повлиять на их беспристрастность. Ожидая общественного резонанса по поводу сделки о признании вины, Мюррей Сигал решил сделать заявление. Почему ей не определили более суровое наказание в свете ужасающих факторов? Без нее истинное положение дел никогда бы не стало известно. Признание вины является традиционным отличительным признаком раскаяния. Ее возраст, отсутствие у нее судимостей, жестокое обращение и влияние ее мужа, а также ее второстепенная роль в преступлениях стали определяющими факторами. Вряд ли она в одиночку могла совершить что-то подобное. Карла покинула суд после того, как получила приговор, и приготовилась к тому, что наверняка станет суровым испытанием для ее мужа, Пола Бернарда. Суд над Полом Бернардо был отложен на 2 года после его ареста. Одной из причин задержки было то, что Бернардо поставил своего первого адвоката Кена Мюррея в очень трудную этическую ситуацию. Бернардо передал Мюррею видеозаписи своих преступлений, которые они сняли с Карлой. Он полагал, что таким образом эти записи никогда не попадут в руки прокуратуры. Однако прокуроры знали о видеозаписях от Карлы и прослушивали разговоры Мюррея с Бернардо. В конце концов давление усилилось, и Мюррею пришлось что-то делать с имеющимися у него видеокассетами. Видеозаписи были переданы в прокуратуру, и Мюррей отказался от участия в деле. Адвокат-ветеран Джон Розен занял его место в качестве адвоката Бернардо. Одна только эта серия мероприятий привела к задержке начала судебного разбирательства на 1 год. В мае 1995 года в зале суда судьи Патрика Лесажа начался судебный процесс над Бернардо, и видеозаписи стали ключевыми доказательствами. Бернардо предъявили обвинения по 2 пунктам в убийстве 1-й степени, 2 пунктам в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, 2 пунктам в насильственном лишении свободы, 2 пунктам в похищении людей и 1 пункту в надругательстве над телом человека. В течение 2 лет информация о деле была засекречена, хотя в американскую прессу просочились некоторые гнусные подробности. Копии этих газет контрабандой ввозились в Канаду. Прокурор Рэй Хулахан открыл судебный процесс продолжительным рассказом о жизни Карлы как жертвы властного садиста, запуганной сообщницы с промытыми мозгами в серии самых унизительных, преступных действий. Прокурор Рэй Хулахан начал с момента, на котором Карла была обнажена, мастурбировала,
а камера была сфокусирована на ее влагалище. Ник Прон в своей книге «Смертельный брак» описывает эффект, который это видео произвело на зал суда. В зале суда были слышны вздохи удивления и отвращения, возможно, даже шока наряду с множеством смущенных смешков, когда камера на несколько минут задерживалась на обнаженном теле Хамолки, пока та стимулировала себя. В предыдущие 2 года, прошедшие с момента ее ареста, лицо Хамолки было почти столь же известно, как лицо премьер-министра страны. Ее видели по телевидению в кадрах, снятых на ее свадьбе, вместе с друзьями, на суде над ней. Но мало кто в зале суда в тот день ожидал увидеть запись с самым высоким из возможных возрастных рейтингов и подробно рассмотреть самую печально известную женщину страны в различных откровенных сексуальных позах. Обращение прокурора со своим главным свидетелем, Карлой Хамолкой, казалось странным. Однако Хулахан объяснил, что все кадры в видео были сняты по сценарию Бернарда, и эти записи были хорошим примером того, как он навязывал свою волю Карле. По мере того, как демонстрировались новые видеозаписи, уже с участием Лесли Махафи, Кристен Френч и Джейн Доу, присяжные получали неопровержимые и убедительные доказательства сексуальной развратности Пола Бернарда. Как будто этого было недостаточно, когда Карлу вызвали к трибуне, чтобы она рассказала о том, что присяжные только что видели и слышали на записях. То, что она рассказала о своих отношениях с Полом, было обостряющейся темой сексуальной деградации, похожей на ту, что Пол начал с другими своими девушками еще до того, как встретил Карлу. В Карле, добровольной жертве, эта деградация не знала границ. Он заставлял ее надевать собачий ошейник, он вставлял бутылку ей во влагалище, и он чуть не задушил ее проводом, чтобы удовлетворить свои садистские фантазии. Пол сказал ей, что его фантазия с удушением важна для него и никому не повредит. Он сказал ей, что без него она ничто, и он будет называть ее шлюхой, сучкой и промежностью. Когда во время процесса подошла очередь выступления стороны защиты, Джон Розен подверг критике авторитет Карлы. Его цель состояла в том, чтобы показать, что она была не жертвой, которой изображала себя, а добровольным участником изнасилований и убийств. По крайней мере, ему удалось показать Карлу безнравственной женщиной, не испытывающей угрызений совести за свое участие в этих преступлениях. В частности, убийство Кристен Френч должно было быть совершено в определенное время, чтобы Карла и Пол могли провести пасхальный ужин с родителями Карлы. Сразу после того, как Кристен задушили, Карла ушла сушить волосы феном. Если это и не сразу стало ясно на суде, то открылось вскоре после него. Карла ловко манипулировала обстоятельствами своего сотрудничества с правительством, чтобы организовать одну из худших сделок, которые канадское правительство когда-либо заключало со свидетелями преступления. Независимо от степени вины или невиновности Карла и сделки, которую она заключила с властями, это не спасло Бернарда от того уровня возмущения, которые его действия воспламенили в умах присяжных. 1 сентября 1995 года Бернардо был осужден по всем выдвинутым против него обвинениям в похищениях, изнасилованиях и убийствах Лесли Махафи и Кристен Френч. Он также столкнулся с судебными разбирательствами в связи со смертью Тэмми Хамолки и серийными изнасилованиями в Скарборо. По канадскому законодательству Бернардо мог подать прошение об условно-досрочном освобождении после 25 лет тюремного заключения, хотя даже тогда представлялось маловероятным, что он добьется успеха в каком-либо ходатайстве об условно-досрочном освобождении. Долгое время после суда одно из самых противоречивых и громких уголовных дел в Канаде продолжало занимать центральное место в новостях. Одна из главных историй по этому делу – сделка обвинения с Карлой Хамолкой в 1993 году. 12-летний тюремный срок
в обмен на сотрудничество в даче показаний против ее мужа Пола Бернарда, осужденного за убийство, была названа «сделкой с дьяволом» и вызвала большое возмущение и общественный гнев. По мере того, как тянулись годы в тюрьме, враждебные отношения между Полом и Карлой усиливались. Каждый из них обвинял друг друга в убийствах Лесли Махафи и Кристен Френч. Пока Пол Бернардо готовился к своей апелляции в 2000 году, Карла планировала свое условно-досрочное освобождение в 2001 году. Ее адвокаты потратили большую часть времени, пытаясь получить разрешение на посещение исправительного учреждения, где содержалась Хомолка, но их обращения были отклонены. С тех пор, как Карла Хомолка попала под пристальный взгляд общественности за свои преступления, журналисты относились к ней очень смутно, полагая, что она не более чем искусный манипулятор. Обозреватель National Post Кристи Блачфорд выразила мнение многих канадцев о Карле, написав: «В постоянно унылой и невыразительной прерии, которая является ее разумом, она всегда была особенной маленькой девочкой, и, по-видимому, такой она и остается. Помню, как она облизывала губы на камеру во время одного из изнасилований. Помню, как однажды, когда Лесли насиловали в другой части дома, Хомолка сидела наверху в своей спальне, читала, а потом уснула. Не то чтобы ее совесть не была чиста. Этой самой совести у нее никогда не было». В конце 1999 года продюсеры телешоу «Закон и порядок» планировали выпуск эпизода, основанного на деле Хомолки и Бернарда. Адвокаты Бернарда выразили обеспокоенность тем, что телевизионный эпизод поставит под угрозу апелляцию их клиента. Хотя общественное мнение о Бернардо было настолько плохим, что эта телепередача все равно бы ничего не изменила. В феврале 2000 года Пол Бернардо со своей командой юристов подал свою долгожданную апелляцию, обвинив судью Патрика Лесажа в доказательных и процессуальных ошибках во время судебного процесса 1995 года по делу об убийстве первой степени и по делу о сексуальных убийствах Кристен Френч и Лесли Махафи. Апелляция также подвергла критике соглашение о признании вины тогдашней жены Бернардо, Карлы Хомолки, так называемая сделка с дьяволом. Юристы Бернардо сделали упор на то, что Лесаж не проинструктировал присяжных, то Королевский суд согласился принять заявление Хомолки о признании вины в непредумышленном убийстве, что никоим образом не помешало присяжным пребывать в сомнениях относительно того, убила ли Карла двух девушек в одиночку. Теория защиты во время суда, которая была отражена в апелляции, предполагала, что Хомолка в одиночку убила Махафи и Френч, поэтому Бернардо должны быть предъявлены обвинения только в непредумышленном убийстве. В апелляционном ответе суда говорилось, что показания Хомолки не были необходимы из-за демонстрации чудовищных видеозаписей. Суд утверждал, что видеозаписи показали отношение Бернардо к своим жертвам. Они доказывали, что он не только жестоко унижал жертв, но и постоянно требовал, чтобы они благодарили его и просили еще. Своим поведением, записанным на пленку, он показал, что он абсолютно не беспокоился о двух девушках и без колебаний убил бы их. Любой здравомыслящий человек, который видел видеозаписи, не мог поверить, что Карла Хомолка делала что-либо со своими жертвами без его разрешения. Тем не менее, защита приводила доводы в пользу непредумышленного убийства, исходя из теории, что Бернардо дважды якобы потерпел большую неудачу. В ту минуту, когда он повернулся спиной, Хомолка, к его удивлению, убила их жертву. Любое предположение, что Хомолка могла убить девушек по собственной воле, судя по видеозаписям, абсолютно невероятно, заявил суд. Обвинение полагало, что Хомолка была виновна как соучастница в убийстве первой степени, когда Бернардо душил жертв, несмотря на ее судимость за непредумышленное убийство, которое было определено в то время, когда видеозаписи все еще были скрыты от властей.
А если даже допустить, что Хомолка убила девушек, Бернардо помогал и подстрекал ее к запланированному и преднамеренному убийству. Или был существенной причиной убийства, совершенного в ходе сексуального насилия и насильственного заключения. Даже в этом случае Бернардо также был бы виновен в убийствах первой степени. Позднее, в феврале 2000 года, судья федерального суда Дэниэль Тремблей-Ламер отклонила попытку новостных организаций получить доступ к неопубликованным подробностям жизни Карлы Хомолки в тюрьме. Вопрос касался запрета на публикацию психиатрических экспертиз и других документов по делу Хомолки. Документы были частью судебного иска, который Карла подала в ноябре 1999 года, когда она обратилась в суд с просьбой отменить решение надзирателя, отказывающего ей в выдаче сопровождающего пропуска из тюрьмы в городе Жольет, Квебек. Позже Хомолка отозвала свой запрос, что вызвало протест со стороны тех, кто выступал против ее освобождения. Советник новостных организаций Globe и Mail, Thomson Newspapers и Southern Incorporated, попытался обжаловать решение судебного секретаря о конфиденциальности файлов, но судья Тремблей-Ламер отказалась рассматривать дело, заявив, что дело было закрыто в ту минуту, когда Хомолка отозвала свое ходатайство. В конце марта следующего, 2001 года, Кен Мюррей, бывший адвокат Пола Бернарда, попросил судью Патрика Гравели снять обвинение в том, что он, бывший адвокат, незаконно хранил у себя видеозаписи убийц, заявив, что прошло уже целых 3 года с момента суда. Мюррей хранил записи в течение 17 месяцев после того, как в мае 1993 года обнаружил их спрятанными в светильнике в туалете. В своем заявлении Мюррей обвинил в задержке 26-месячное предварительное слушание, на котором он сообщил, что его право на ускоренное судебное разбирательство было несправедливо ущемлено государством, поскольку оно стремилось лишь защитить права его клиента, не проявляя никакой заботы о проблемах адвоката. – 27 марта 2000 года апелляционный суд Онтарио отклонил ходатайство Пола Бернарда о проведении нового судебного разбирательства. Коллегии из 3 судей потребовалось всего 15 минут, чтобы вынести свое решение после 4-часового выступления адвокатов Бернарда. Обеспечиваемый юридической помощью, Бернардо обжаловал свои приговоры 1995 года за изнасилование и убийство Лесли Махафи и Кристен Френч. Решение было принято настолько быстро, что у суда даже не стали требовать опровергнуть пункты апелляции Бернарда, прежде чем судьи ее отклонили. Адвокаты семей Кристен Френч и Лесли Махафи заявили, что такое решение эффективно заблокирует любые будущие апелляции Бернарда. Основанием для апелляции Бернарда было то, что, по мнению его адвокатов, судья Патрик Лесаж не должен был допускать доказательства использования Бернарда удавок во время секса с неизвестной женщиной в 1986 году. Адвокаты также утверждали, что не следовало допускать дачу показаний экспертов о синдроме избитой жены у Карлы Хомолки. Успешная сделка Хомолки о признании вины также стала проблемой, поскольку команда юристов Бернарда утверждала, что ее не следовало принимать в качестве доказательства на предыдущем судебном процессе, потому что она создает у присяжных предвзятое отношение. Последний пункт апелляции заключался в том, что последние инструкции судьи Лесажа запутали присяжных в понимании разумных сомнений и бремени доказывания. Судья Майкл Молдовер рассказал, что было ясно, что Бернардо и Хомолка каким-то образом были причастны к убийствам. Он сказал, что если бы компрометирующие видеозаписи, изображающие изнасилование и пытки пары, были обнаружены до сделки о признании вины Хомолки, ее тоже признали бы виновной в убийстве первой степени. После слушаний адвокаты Бернарда заявили, что их клиент может обжаловать приговор в Верховном суде Канады. В апреле 2000 года, во время судебного разбирательства по обвинению в воспрепятствовании правосудию,
бывший адвокат Пола Бернарда Кен Мюррей представил рукописную записку, которую он получил от Бернарда. В записке Бернардо предупреждал его, что видео, изображающие изнасилование и пытки двух девушек, сначала могут показаться неуместными. Двухстраничное письмо, которое также включало схематический набросок места, где были спрятаны пленки, в тайнике в потолочном светильнике ванной комнаты в доме, который он делил с Карлой Хамолкой, также предостерегало Мюррея не просматривать эти ужасные записи. «Хотя нам и придется просмотреть их в будущем», — говорилось в письме, «в настоящее время я приказываю вам не включать их». Согласно другому судебному документу, Бернардо дал Мюррею добро на просмотр всего через 12 дней после того, как записи были извлечены, но в документах не было никаких указаний на то, следовал ли Мюррей приказам своего клиента. Эти инструкции положили начало 3-летней судебной тяжбе против Мюррея, которому было предъявлено обвинение после того, как он утаил записи, потому как Бернардо сказал, что они будут необходимы для его защиты. После того, как в мае 1993 года Бернардо были предъявлены обвинения в убийствах первой степени Кристен Френч и Лесли Махафи, он написал записку, которая привела Мюррея к пленкам, которые полиция не нашла во время обыска дома пары в Порт-Далхаузе, пригороде Сент-Катаринс, Онтарио. В записке Бернардо проинструктировал Мюррея использовать кодовые слова. Что насчет тех соек в случае успеха в поиске кассет и что насчет тех листьев в случае неудачи? Заметка заканчивалась словами «удачи» и «дай бог». Через 17 месяцев после того, как Мюррей получил записи, он передал их властям и отказался от участия в этом деле. Позднее судебное расследование показало, что если бы записи были в распоряжении суда во время сделки о признании вины Хамолки, заключенные в обмен на показания против ее бывшего мужа, в этой сделке просто-напросто не было бы необходимости. Адвокат адвоката Мюррея попросил у суда разрешения использовать письма своего клиента и его общение с Бернардо, чтобы тот должным образом мог защитить своего клиента. Тони Брайант, новый адвокат Бернардо, утверждал, что обнародование этих сообщений поставит под угрозу запланированную апелляцию Бернардо в Верховный суд Канады. Позднее судья постановил, что права Мюррея на самозащиту намного перевешивают права Бернардо. Несколько дней спустя Мюррей показал, что он чувствовал себя обязанным перед Бернардо получить, сохранить и использовать видеозаписи изнасилования Бернардо в поддержку теории защиты о том, что Карла Хамолка была истинной убийцей. Он сказал суду, что после того, как он увидел видеозаписи, то понял, что Хамолка сильно отличается от образа жертвы манипулирования и жестокого обращения, который она нарисовала для прокурора в ходе сделки о признании вины. Все видео, по словам Мюррея, согласуются с утверждениями Бернардо о том, что Хамолка была лгуньей и, скорее всего, убийцей. Позже Мюррей описал, как он ушел с поста адвоката Пола Бернардо, когда Бернардо замышлял солгать в суде и сказать ему спрятать видео с изнасилованиями. Мюррей сообщил суду, что Бернардо сказал ему, что даст показания о том, что у него не было никаких контактов с убитыми школьницами Кристен Френч и Лесли Махафи. Когда Мюррей сообщил Бернардо, что не допустит лжесвидетельства, потому что записи изнасилования показали, что он совершал основные действия, Бернардо ответил, что все равно солжет. Он говорил мне, что собирается солгать на скамье подсудимых, и просил меня быть соучастником. Просил меня скрыть доказательства, доказывающие, что он лгал. По мере того, как суд над Мюрреем набирал обороты, всплывали некоторые удивительные озарения в умах Бернардо и Хамолки. В какой-то момент Мюррей сказал суду, что вскоре после убийства Кристен Френч Карла Хамолка обратилась за советом к спиритуалисту, чтобы изгнать шумы, удары и голоса, доносившиеся из подвала, где было расчленено тело Лесли Махафи. Описание этого и других событий содержалось на более чем 1000 страниц стенограммы досудебных допросов Хамолки с Мюрреем в женской тюрьме,
где Хомолка содержалась в мае 1994 года. Стенограммы были обнародованы во время суда над Мюрреем. Не зная, что две девушки были убиты в доме Хомолки, экстрасенс из Сент-Кэтеринс, Лори де Сентио, посоветовала ей выливать аммиак во все канализации и просила духов уйти прочь. Она также посоветовала Хомолке носить с собой камень аметиста, чтобы тот поглощал негативную энергетику. Хомолка заявила при допросе: «Я не до конца в это верила, но была готова попробовать что угодно». Далее она сообщила, что совет экстрасенса на некоторое время устранил шумы и голоса, но в конце концов они снова вернулись. Позже, в апреле, когда суд над Мюрреем продолжался, суду была зачитана подробная расшифровка видео с изнасилованиями. Одна из самых шокирующих сцен – это когда предположительно невиновная Хомолка тянется к темно-зеленой бутылке, которая, как известно, содержит транквилизатор для животных галатан, и, пропитав им тряпку, подносит ее к рту и носу Джейн Доу. Затем она улыбается, машет рукой, шлет воздушные поцелуи и облизывает губы на камеру, прежде чем изнасиловать девушку и сесть на ее лицо. Это и другие сцены были подробно описаны в суде в попытке подкрепить утверждение Кена Мюррея о том, что он скрывал от прокуратуры видео с изнасилованиями Пола Бернарда, потому что прокуроры предполагали, что Хомолка, так же как и Бернарда, может быть убийцей школьниц. Зачитывая кадр за кадром полицейскую расшифровку леденящих душу видео, адвокат Мюррея Остин Купер изложил подробности зловещего изнасилования бессознательной девушки, известной только как Джейн Доу. То, как Купер зачитал этот фрагмент видео, выходило далеко за рамки скудных аудиофрагментов, представленных в суде над Бернардо. Купер также зачитал подробности смертельного изнасилования Тэмми Хомолки, 15-летней сестры Карлы, совершенного парой в канун Рождества 1990 года, которое Карла и Пол сняли на видео. На других кадрах, снятых всего через 2 недели после убийства Тэмми, ясно видно, как Хомолка притворяется своей мертвой сестрой во время секса с Бернардо. Разделы стенограммы, изображающие изнасилование Френч и Махафи, не были зачитаны в протоколе суда, поскольку на их публикацию был наложен запрет, который не позволял сообщать какие-либо подробности. Матери Кристен Френч и Лесли Махафи, которые ранее присутствовали на суде, покинули зал суда, когда началось чтение. В какой-то момент серьезность того, что он читал, сказалась на Остине Купере, и он остановился на полусловие, попросил перерыв и явно задохнулся от эмоций, когда покидал зал суда. Судья Верховного суда Патрик Грейвли также был потрясен услышанным и распорядился о раннем обеденном перерыве и продолжительном дневном перерыве. Даже матерые журналисты, которые видели или слышали записи суда над Бернардо 5 годами ранее, покинули зал или перестали делать записи. В начале мая 2000 года попытка Карлы Хомолки получить тюремный пропуск для перевода в исправительное учреждение с более мягким режимом содержания в Монреале получила поддержку, когда женская группа, финансируемая рядовыми налогоплательщиками, поддержала ее кампанию. Канадская ассоциация обществ Элизабет Фрай, которая работает на федеральную субсидию, не только поддержала ее заявление, но и пожелала Хомолке всяческих успехов в ее ходатайстве федеральному суду. Услышав о поддержке группы, Тим Денсон, адвокат родителей Кристен Френч и Лесли Махафи, предположил, что организация либо ужасно плохо информирована о Хомолке, либо не имеет права оценивать ее дело. Денсон ранее ходатайствовал, чтобы Хомолка не была освобождена условно-досрочно в июле 2001 года, и чтобы вместо этого она предстала перед Национальным советом по условно-досрочному освобождению, как опасный заключенный, которому следует провести в заключении все 12 лет. Хомолка обратилась за помощью в Федеральный суд в 1999 году, после того, как надзирательница тюрьмы Жольет по имени Мари Андри Сирен отказала ей в переводе в Монреальское учреждение для заключенных, которым управляет общество Элизабет Фрай в Квебеке. Первоначальная заявка Хомолки была подкреплена психиатрическими и психологическими отчетами о судебном процессе 1993 года, в которых Хомолка изображалась как жертва жестокого обращения Бернарда. Психологические отчеты, поданные в ответ тюрьмой Жольет, считались конфиденциальными
и не могли быть опубликованы. Одна из причин, по которой Хомолка обратилась в это учреждение, заключается в том, что ее подруга, Линда Верона, ранее была условно-досрочно освобождена из тюрьмы Жольет через 2 года из ее 4-летнего срока. Верона ранее скрывала истинную личность Хомолки от своей семьи, называя ее просто Джессикой, рассказывая им, что она сильно любит ее и планирует жить с ней, когда Хомолка будет освобождена. В июне 2000 года, через 7 лет после того, как он впервые оказался вовлеченным в дело Бернарда и Хомолки, адвокат Кен Мюррей был полностью оправдан по обвинению в воспрепятствовании правосудию. В интервью после решения суда Мюррей сообщил, что хотя он и доволен решением суда, он, возможно, никогда не сможет избавиться от клейма человека, пытавшегося защитить самого ненавистного сексуального убийцу Канады и непреднамеренно его тогдашнюю жену Карлу Хомолку. Среди прокуроров есть поговорка, что если вы не можете осудить их, по крайней мере, вы можете разрушить их жизни, сказал Мюррей. Но, к сожалению, это то, что они наоборот сделали со мной. В то время, пока тюремные власти проверяли поведение Карлы Хомолки в тюрьме, чтобы решить, следует ли ей оставаться в тюрьме еще 4 года, Монреальская газета опубликовала серию фотографий Карлы с вечеринки. На нескольких фотографиях Хомолка и сокамерница Кристина Шерри, осужденные за свою роль в деле об изнасилованиях и пытках в Монреале, демонстрировали черные коктейльные платья для других заключенных на вечеринке по случаю дня рождения. Бывшая заключенная, продавшая фотографии газете, описала тюрьму Жольет как детский сад для взрослых, который балует заключенных. В то время, когда были сделаны фотографии, Кристина Шерри отбывала 5-летний срок, который начался в апреле 1997 года. Также на фотографиях была замечена Трейси Гонзалес, сообщница Шерри, которая была приговорена к 8 годам заключения. По иронии судьбы, Шерри и Гонзалес были осуждены за то, что заманивали девушек в квартиру в Монреале, где их пытали, подвергали сексуальному насилию и заставляли быть секс-рабынями Джеймса Медли, который был осужден за преступление, приговорен к 26 годам заключения и признан опасным преступником. После неблагоприятной огласки, которую вызвали фотографии тусовщицы Карлы Хомолки, ей сообщили, что ее переведут в региональный психиатрический центр в тюрьме строгого режима Саскачевана для прохождения 60-дневной психиатрической экспертизы. Хомолка в знак протеста пиналась и кричала. Перевод был воспринят некоторыми как верный признак того, что кураторы тюрьмы собираются порекомендовать заключить Карлу в тюрьму еще на 4 года. В отличие от тюрьмы Жольет, объект в Саскачеване окружен заборами под напряжением и вооруженной охраной, и, безусловно, обеспечивает максимальную безопасность. Бетонные камеры площадью 7 квадратных метров с туалетом и раковиной из нержавеющей стали, кровати прикручены к полу. Есть одно окно с горизонтальными планками, которые действуют как решетки. После ее перевода в региональный психиатрический центр Саскачевана в октябре 2000 года Хомолка отказалась сотрудничать с врачами в знак неповиновения. Хотя она сотрудничала с психологами, она отказалась участвовать в каком-либо психиатрическом тестировании. Позиция Хомолки означала, что у исправительных служб Канады не было иного выбора, кроме как рекомендовать ее содержание под стражей еще на 4 года. Пока Карла Хомолка пыталась преуменьшить свой имидж тусовщицы, ее бывший соучастник в преступлениях, Пол Бернардо, проиграл свою вторую апелляцию на новое судебное разбирательство. Высокий суд не назвал причин для отказа в рассмотрении апелляции после того, как адвокаты Бернардо запросили разрешение на подачу апелляции на том основании, что судья Патрик Лесаж допустил ошибку на суде над Бернардо в 1995 году. Решение означает, что Бернардо, который классифицируется как опасный преступник, никогда не выйдет из тюрьмы. Тим Денсон, адвокат семей Френча Махафи, сказал, что решение Верховного суда принесло большое облегчение. Он сказал, что семьи знали, что Верховный суд вряд ли отменит обвинительный приговор Бернардо, но добавил, что после всего, что произошло, они ничего не принимают как должное.
В отличие от прежних условий содержания Хамолки, Пол Бернардо находится в одном из самых жестких условий среди тюрем Канады. Его запирают на 23 часа в сутки, не оставляя времени на разного рода вечеринки с переодеваниями, просто потому, что у него нет возможности пообщаться с другими заключенными. Тюрьма Кингстон – старейшее и крупнейшее учреждение строгого режима в Канаде, зловещее место, которое вызывает в воображении образы классического сумасшедшего дома начала 20 века. Часто из различных изоляторов, называемых полигонами, по коридорам разносятся мучительные крики заключенных, отчаянно нуждающихся в человеческом контакте. Заключенные выглядывают из своих камер, надеясь хотя бы на мгновение увидеть посторонние лица. Кингстон, который многие считают последним звеном, представляет собой сложное учреждение, поскольку многие заключенные имеют особые потребности в психическом или физическом обращении и должны быть изолированы от населения в целом. Бернардо живет в крохотной камере, немногим больше среднестатистической ванной комнаты в обычном доме. Камера оборудована койкой, письменным столом и туалетом. Небольшой открытый двор за полигоном позволяет изолированным заключенным каждый день выходить на свежий воздух ровно на 1 час. Это время они могут проводить с определенными заключенными, в зависимости от их статуса. Неизвестно, каким статусом сейчас обладает Пол Бернардо. В феврале 2001 года сообщалось, что безопасность Карлы Хамолки стала вызывать все большую озабоченность у ее адвоката после того, как он узнал о перечне веб-сайтов смерти, которые якобы принимали ставки на то, когда Хамолка будет убита. В то время Хамолка находилась в институте Пинеля, психиатрической больнице в Монреале, когда в начале февраля ее перевели туда для прохождения программы лечения после того, как она провела более 2 месяцев на психиатрической экспертизе в Саскачеване. По словам ее адвоката, Хамолка обнаружила 3 веб-сайта, содержащих угрозы в ее адрес, в том числе тотализатор. Один сайт называется «Бассейн смерти Карлы Хамолки. Когда игра закончится, мы все победим». Хотя сайт ясно заявлял, что не оправдывает насилие в отношении Хамолки, там предполагалось делать ставки на точный день, когда она умрет. Правила гласили, что игрокам не разрешалось исправлять ставку, убивать Хамолку самостоятельно или призывать к этому кого-то другого. Хамолка, которая в тюрьме использовала псевдоним Карла Тил, очень серьезно отнеслась к угрозам. Угрозы прозвучали в то время, когда 2 из 3 психиатров утверждали, что Хамолка все еще предоставляет большую опасность, чтобы выпускать ее на свободу, вынуждая сотрудников исправительных учреждений рекомендовать Национальному совету по условно-досрочному освобождению держать ее в тюрьме до истечения срока ее приговора в 2005 году. Адвокат Хамолки сказал, что Хамолка и сама хочет вернуться в тюрьму Жольет и оставаться там до конца своего срока. Адвокат Лабель сообщил, что Хамолка считает, что это единственное место в Канаде, где ее не убьют. Перед переводом Хамолки в психиатрическую больницу сотрудники исправительного учреждения сказали адвокату Лабелю, что его клиентка отправится в тюрьму строгого режима Сент-Ан-де-Плен, одно из самых известных исправительных учреждений в Квебеке. Лабель предположил, что Хамолка почти наверняка подаст иск в федеральный суд, если ее отправят в любое другое место, кроме тюрьмы Жольет. В начале июня 2005 года, после 12 лет за решеткой, в прессу начали просачиваться новости, что Карла Хамолка, одна из самых известных убийц Канады, скоро может выйти из тюрьмы. Семьи жертв ее и ее бывшего мужа, а также те, кто чудом пережил насилие, давно опасались ее освобождения. Многие канадцы считали, что она неизбежно начнет убивать снова. Однако адвокаты Карлы и некоторые психологи категорически не согласны с тем, что она представляла опасность для общества, предполагая, что ее кровавое буйство было реакцией на супружеское насилие со стороны Пола Бернардо. И наоборот, записи изнасилований и убийств, опубликованные после ее сделки о признании вины, изображали другой сценарий, в котором она выглядела так, как будто она была добровольной и равной соучастницей преступлений. Новость о ее возможном освобождении возмутила многих граждан Канады,
которые потребовали ограничения свободы Карлы. Следовательно, правительство Онтарио призвало к слушанию дела, чтобы снизить риск совершения ею новых преступлений. Премьер-министр Онтарио Далтон МакГинти сказал: «Люди очень обеспокоены тем, что она может сделать снова, и мы несем ответственность за защиту общественных интересов». Карла впервые за 12 лет появилась на публике в Верховном суде Квебека в Жольетте 2 июня 2005 года. В ходе судебного разбирательства прокуратура пыталась доказать, что Карла продолжает представлять опасность для общества. Прокуроры особенно просили внимательно следить за ее передвижениями после ее освобождения. Они также хотели, чтобы суд приказал Карле пройти тест ДНК, чтобы ее генетические образцы могли храниться в базе данных преступников. В ходе судебного разбирательства судья Верховного суда Жан Болье встал на сторону обвинения и призвал значительно ограничить передвижение Карлы. Теперь Карле придется постоянно информировать полицию о своем местонахождении, проходить психологическую терапию, воздерживаться от контактов с кем-либо из членов семей жертв или ее бывшего мужа, и ей не разрешат работать с детьми в возрасте до 16 лет. К ограничениям также относилось следующее. Она должна сообщить полиции свой домашний адрес, рабочий адрес и с кем она проживает. Она обязана уведомить полицию, как только что-либо из вышеперечисленного изменилось. Она обязана уведомлять полицию о любых изменениях своего имени. Если она планировала отсутствовать дома более 48 часов, она должна была уведомить об этом полицию за 72 часа. Ей запретили употреблять лекарства, кроме рецептурных. За нарушение этих правил предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Карла была очень недовольна ограничениями, наложенными на ее свободы, тем более, что они противоречили первоначальной сделке о признании вины. Тем не менее, ей все же повезло больше, чем ее бывшему мужу Полу Бернардо, который останется за решеткой до конца своей жизни. И она начала строить планы на будущее. 4 июля 2005 года Хомолку выпустили из тюрьмы Сент-Ан-де-Плен. Она дала свое первое интервью телевидению Radio Canada, говоря полностью на французском языке. Хомолка сказала интервьюеру, что она выбрала Radio Canada, потому что нашла его менее сенсационным, чем англоязычные СМИ. Она сказала, что также обнаружила, что в Квебеке ей рады больше, чем в Онтарио. Она подтвердила, что будет жить в провинции, но отказалась сказать, где именно. Она сказала, что выплатила свой долг обществу юридически, но не эмоционально. За несколько дней до освобождения Карлы Пол Бернардо был допрошен полицейскими в присутствии своего адвоката. Он рассказал, что его жена настаивала на совершении убийств похищенных девушек, которых сам он якобы предпочел бы отпустить. Также он сообщил, что Карла сначала хотела убить Махафи при помощи введения через шприц в вену воздуха, что должно было вызвать воздушную эмболию. 5 июля 2005 года, через день после ее освобождения, адвокаты Хомолки подали в суд из-за ограничений, наложенных на их подзащитную. Они назвали эти ограничения антиконституционными. В июле национальные СМИ сообщили, что Хомолка переехала на остров Монреаль. 21 августа 2005 ее видели на южном берегу города Лонгёй. В газетах, однако, сообщалось, что полиция не принимала особых мер для отслеживания местонахождения Карлы Хомолки. Первые дни после освобождения она провела взаперти в квартире из-за опасений, что газеты расскажут о ее местонахождении. 30 ноября 2005 года, менее чем через полгода после освобождения, судья Верховного суда Квебека снял все ограничения, наложенные на Хомолку, заявив, что для их применения недостаточно причин. 6 декабря 2005 года апелляционный суд Квебека оставил в силе решение судьи. Министерство юстиции Квебека решило не передавать дело в Верховный суд, несмотря на требования Онтарио. Далее Карла Хомолка попыталась сменить имя на Эмили Чара Тремблей. Тремблей – одна из самых распространенных фамилий в Квебеке. Однако 8 июня 2006 года ее запрос на изменение имени был отклонен. В 2007 году появилась информация, что 36-летняя Хомолка родила мальчика. Карла со своим новым мужем, Тьерри Борделье, намерены остаться жить в Квебеке
несмотря на дурную славу Карлы. Карла Хамолка сменила имя на Лин Тил, постриглась, покрасила волосы в черный цвет и даже похудела. Ее отец Карл Хамолка сказал, что она не планирует возвращаться в свой родной город Сент-Катаринс. Несколько медсестер отказались ухаживать за Хамолкой в больнице перед рождением ее ребенка. 14 декабря 2007 года Хамолка уехала из Канады на Антильские острова, чтобы ее новорожденный ребенок мог вести более нормальную жизнь. В СМИ тем временем началась настоящая охота на Карлу Хамолку. Ее пытались выследить все более или менее уважающие себя издания. За фотографии женщины готовы были заплатить большие деньги. Опрос 9521 респондента показал, что 63,27% считают, что общественность имеет право знать местонахождение Хамолки. 18,57% считают, что она заслуживает анонимности. А 18,16% считают, что Хамолке следует разрешить вести анонимную жизнь примерно через 50 лет. В 2012 году сообщалось, что Хамолка на данный момент проживает в Гваделупе под именем Карла Борделье с мужем и 3 детьми. В новостях от 20 апреля 2016 года было сказано, что Хамолка живет со своими детьми в Шатоге, пригороде Квебека. В 2017 году она устроилась работать в школу. Сообщается, что Хамолка была возмущена попытками журналистов заговорить с ней. Родители детей, посещающих ту же школу, что и дети Хамолки, выражают большую озабоченность, несмотря на заверения школы и школьного совета. По состоянию на январь 2020 года она живет в городе Салабери-де-Валлифилд, отдельно от мужа и детей. Хотя Пол Бернардо содержался в изоляторе Кингстонской тюрьмы в первую очередь для его собственной безопасности, он подвергался регулярным нападениям и преследованиям. Один из заключенных избил его в 1996 году, когда Пол возвращался из душевой. В июне 1999 года 5 осужденных попытались штурмовать его изолятор. Охране для их разгона пришлось применить слезоточивый газ. 21 февраля 2006 года Бернардо признался в изнасиловании еще 10 женщин. Данные изнасилования ему ранее не приписывались. Большинство из них произошло в 1986 году, за год до того, что полиция назвала нападениями насильника из Скарборо. Власти подозревали Бернардо в других преступлениях, включая череду изнасилований в Амхерсте, штат Нью-Йорк, и утопление Терри Андерсон в Сент-Катаринс. Однако он никогда не признавал свою причастность к этим преступлениям. В 2006 году Бернардо дал тюремное интервью, в котором заявил, что исправился и станет хорошим кандидатом на условно-досрочное освобождение. В 2008 году он получил право ходатайствовать перед присяжными о досрочном освобождении в соответствии с оговоркой о слабой надежде. Право требовать условно-досрочное освобождение через 15 лет отсидки. Однако Бернардо отказался от этого права. В 2015 году Бернардо получил право и подал заявление на условно-досрочное освобождение в Торонто. По словам адвоката потерпевших Тима Денсона, маловероятно, что Бернардо когда-либо выйдет из тюрьмы из-за его статуса опасного преступника. В сентябре 2013 года он был переведен из тюрьмы Кингстон в связи с ее закрытием в тюрьму Милхейвен, где он, как сообщается, содержится отдельно от других заключенных. В ноябре 2015 года он самостоятельно опубликовал на Amazon электронную книгу, 631-страничный роман A Mad World Order. Порядок безумного мира. Триллер о российских боевиках, тайных обществах и мексиканских наркокартелях. К 15 ноября книга, как сообщается, стала бестселлером Amazon, но была удалена с веб-сайта из-за общественного протеста. В октябре 2018 года Бернардо предстал перед судом за хранение заточки. Однако сторона обвинения сняла все свои обвинения, поскольку определила, что наказать еще больше Бернардо уже не удастся. Всего Пол Бернардо изнасиловал 22 женщины, из которых 2 были убиты намеренно и 1 погибла случайно. Это те случаи, которые были доказаны,
Точное количество всех жертв Пола Бернарда и его бывшей жены Карлы Хамолки неизвестно до сих пор. Бернардо получил право на условно-досрочное освобождение в феврале 2018 года. 17 октября 2018 года Совет по условно-досрочному освобождению Канады отказал ему в полном условно-досрочном освобождении. Следующее слушание по делу об УДО состоялось 22 июня 2021 года. Потребовался всего 1 час обсуждения председательствующим судьей, чтобы заявление Пола Бернарда было отклонено. Пол Бернардо набрал 35 баллов из 40 по контрольному списку психопатии, инструменту психологической оценки, используемому для оценки наличия психопатии у людей. Этот показатель классифицируется как клиническая психопатия. На заседании по условно-досрочному освобождению данные экспертных психиатрических заключений показали, что он имел девиантные сексуальные интересы, и его поведение соответствовало диагностическим критериям сексуального садизма, вуайеризма и парафилии, не указанным иным образом. Кроме того, в отчетах говорилось, что его поведение соответствует критериям нарциссического расстройства личности, а также у него диагностирована психопатия, что означает, что он скорее всего повторит насильственные сексуальные преступления. В отчетах сделан вывод, что Бернардо продемонстрировал минимальное понимание своих преступлений, что согласуется с информацией, которая предполагает, что Пол Бернардо на протяжении многих лет стремился придумать причины своего преступного поведения.